Мы продолжаем наш выпуск. Удивительную сказку привез детский театр из Мельбурна. Елена Михайлова, режиссер и руководитель студии «Вдохновение» в Мельбурне, создала мир искусства и волшебства для детей. Родители юных артистов тоже принимают активное участие. Мы начали заниматься, наверное, как 2 года назад, как только приехали в Австралию. Вот. И, у меня лично впечатление просто потрясающее, поскольку ребенок безумно хочет ходить на занятия. Лена, безусловно, замечательный педагог, который умеет ладить с этими непослушными малыми шкодами. Как мне кажется, что детишки справляются очень замечательно и хорошо. То есть, насколько там их ждет большой успех в будущем, неизвестно, конечно. Но для нас это прежде всего принимать участие в каком-то большом проекте и чувствовать, что ты работаешь в команде. На будущее, я думаю, тем более в этой стране Австралии, это очень важно. Это для нас 3-й спектакль. Я не могу сказать, что лично у моего ребенка супер большие достижения в плане танцев и всего остального, но радость есть, энергия, позитив, поэтому мы только за. Родитель очень практичный, приехавший в Австралию и хотевший, чтобы ребенок сохранил русский язык на том уровне, на котором у нее был. И хотелось попасть в коллектив, где она будет себя чувствовать уютно, комфортно, безопасно, защищенно. Мы приехали не так давно, наш ребенок уже умел читать, писать и, в принципе, замечательно говорил по-русски без проблем. Я готова вкладывать усилия в дальнейшем, чтобы ребенок принимал участие, потому что результат есть, и я думаю, когда она дорастет до старшей группы, он будет более ощутимым. У меня занимается дочь в студии «Вдохновение» уже более 4 лет. На сегодняшний день могу сказать, то, с чего мы начинали, и эти постановки, которые ставили, особенно сейчас «Принц и нищий», довольно-таки сложные для детей, которые рожденные в Австралии, чтобы они выучили, чтобы так представляли. То есть довольно много тренировок. Это занимает, в принципе, много времени, но результаты и насколько дети любят этим заниматься, и насколько им это все нравится. И с таким удовольствием они ходят в эту школу, и очень обожают Лену. Я могу сказать, что это большие уже успехи. И каждый год у нас это все прогрессирует, группа становится больше, дети очень заинтересованы в этом. А мы поддерживаем их. У меня в студии Inspiration занимается моя дочь Анастасия Кирпиченко. Занимается последние 3 года. Мы наблюдаем большие успехи в изучении русского языка. Скажем так, Анастасия родилась в Канаде, так что никогда по-русски она не разговаривала. И первый раз в жизни она поехала на Украину буквально 2 месяца назад. Но если вы посмотрите на выступление, то можно увидеть, что ее русский практически не отличается от русского языка, на котором говорят или в России, или на Украине. Благодаря занятиям в школе Inspiration. Здесь она научилась не только декламировать, танцевать, она научилась держать себя в руках. И в школе она рассказывает, что сейчас она может выступать перед аудиторией 500 человек, и никаких проблем с этим нет. Я хотел бы пожелать этой студии дальше развиваться и привлекать все больше и больше новых детей и развивать их таланты. А самое главное в этой студии – это развитие таланта души. Девочка просто полюбила эту группу. Она с удовольствием занимается танцами, с удовольствием изучает драму, с удовольствием общается с русским коллективом. Мы, конечно, видим, как ребенок развивается, как ребенок становится более развитым во всех смыслах. И она изучает и русский язык, она изучает и музыку, и она изучает и драму, она изучает русскую культуру. Мы, конечно, очень довольны всем, что происходит в этой группе. В студии Inspiration у меня 2 мальчика, Александр Медновецкий и Алексей Медновецкий. Детки мои говорят по-русски дома и очень любят этот язык. И самая главная причина, по которой я отдалась в эту студию своих мальчиков, чтобы у них было чувство России в душе, потому что они оторваны от русской культуры очень сильно. Даже если мы дома пытаемся привить историю или культуру русского языка или народа, или
все, что связано с русским. Моя семья из Украины, но все равно мы говорим на русском языке. И в этой студии не только ставятся постановки, как эта постановка, на тему истории Англии, но мои дети выучили это русский народный танец, белорусский танец, еврейский танец. И было очень приятно смотреть на Новый год, когда к нам приехали в гости дедушка и бабушка из Сиднея. Мои дети танцевали для бабушки из Сиднея, с дедушкой из Сиднея еврейский танец. А для моих родителей они танцевали русский танец калинку. И такая интернациональная семья, и у меня были слезы на глазах, потому что если бы не Лена, они бы никогда не знали, как делают руки в русском танце, как делают руки в белорусском танце, что здесь есть разница между одним и другим. Лена очень уникальный человек, она великий талант, и она очень любит детей. А самое главное в ней, что у нее нет фаворитов. Она любит всех детей одинаково, и это очень важно. Дети это знают и чувствуют. В этой группе занимается моя внучка Мишель Андросенко. Мы в этой группе недавно, мы занимаемся где-то около 2 лет. И я должен сказать, конечно, за эти 2 года была заметная разница в возможности общаться с моей внучкой. Она родилась в Австралии на русском языке. До этого было достаточно сложно, потому что она отвечала, она учится в английской школе, она отвечает мне по-английски. Это замечательное место, где дети собираются, учатся общаться с друг другом, учатся выражать свои мысли на русском, честно говоря, на чужом для них практически языке, потому что они живут в Австралии. Очень приятно видеть, как они становятся уверенные в себе, уверенно выражают мысль. Очень интересно наблюдать за развитием детей за короткий период достаточно вот в изучении и приобретении русского как родного языка. В Мельбурне, я думаю, это лучшая группа. Вот. Потому что спектакли, которые ставятся этой группой, замечательные. Дети расцветают на этих спектаклях. Они настолько эмоционально выражают свои мысли этого спектакля, что очень приятно смотреть. Мы приехали в Сидней, как только Лена кинула клич, давайте, ребята, покажем где-нибудь в другом городе Австралии, что мы можем. Практически все родители поддержали ее тут же, практически без сомнений. И вот мы приехали сюда показывать сиднейцам этот прекрасный спектакль. Не переключайтесь, мы продолжим после небольшой паузы. Мы продолжаем сюжет о детской театральной студии из Мельбурна. Елена очень легко находит взаимопонимание с детьми. Ответ на загадку, как вырастить юные дарования, в профессиональном опыте Елены Михайловой. Я работала в университете искусств, преподавала в Академии музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе. Преподавала актерское мастерство, режиссуру хореографом и актером, и сценическую речь. И с вокалистами я работала. А также у меня был детский театр в Кишиневе, который назывался «Брависсимо». Сейчас он работает, это рабочий театр. И, естественно, приехав сюда, я не хотела бросать свое любимое дело, и я старалась сохранить себя и то, что я делала всю жизнь, в общем-то. Всю жизнь я преподавала и ставила. У меня всегда были детки, которые, допустим, румыноязычные, не знали русского языка. И мне всегда нужно было работать на 2 языках, на русском и на румынском. Поэтому как бы я к этому достаточно привыкла, и это в общем, не проблема. Я знаю их трудности, я знаю, как тяжело выучивать, и я стараюсь те спектакли и сценарии, которые пишу, делать для них легкими и удобными для разговора. Эта студия моя, она уже работает 4 года, в марте месяце будет 5. И в моей студии есть детки, которые начинали с 5 лет, им уже будет 10, с 5,5 лет. И вот эти детки с 5,5 лет, которых я знаю, которые росли вместе со мной в Мельбурне, они сейчас играют главные роли «Принца и нищего». Это Мишель Андросенко и Мия С. Вот. Ну и, конечно, есть Стефани Гринберг, это тоже первая девочка, которая пришла ко мне. Когда я начинала в Мельбурне, детей было только 5 человек. Я проработала с 5 целый год.
пока не сделал один детский фестиваль, и после этого уже группа немножко увеличилась. Хочу уточнить, здесь работают как бы две организации. Одна организация – это Children's Talent School Inspiration. Это моя студия, где я преподаю актерское мастерство, танец и вот развиваем мы деток. Мне помогает там Ира Константинова. А вторая организация Russian Art Center for Children and Youth. Там много волонтеров, и вот я тоже там волонтерю, и мы делаем такие большие представления. То есть и мы стараемся в эти большие представления вводить еще деток не только со студии Inspiration, но и из других. У нас, например, очень часто участвуют в спектаклях художественная гимнастика, студия по художественной гимнастике Кати Логачевой. Они очень часто с нами. Потом участвуют вокалисты, дети, пианисты. Все зависит от того, какой сценарий, какую цель мы преследуем, какой сценарий написан. Но я стараюсь в этих больших представлениях для детей вводить еще детей, которые не относятся никаким образом к Inspiration. У меня есть еще взрослая студия. И со взрослой студией мы приезжали сюда в марте месяце, показывали спектакль «Двери хлопают». Совсем взрослая студия, там к детям это не имеет никакого отношения. И мы с этой студией приезжали сюда, вот показывали спектакль. Спектакль прошел хорошо, нас очень хорошо встретили в Сиднее, хотя нас совершенно не знали, и очень нам помогли. Сохранение русского языка через искусство – это еще и возможность воспитать в человеке культуру и внутренний мир. Искусство, оно в том-то его, наверное, загадочность и в то же время волшебство, что оно может развивать души человеческие. Поэтому, когда мы занимаемся драмой или танцами, и все это связано и владеет на русский язык, то приходится и объяснять детям особенным русским языком для того, чтобы вытащить их эмоции, вытащить их какие-то особенные струнки душевные. И в то же время для того, чтобы они показали вот эти чувства, да, выразили, правильное слово, выразили свои чувства, им тоже нужно подобрать какие-то определенные слова для того, чтобы повлиять на струнки их души. И вот в связи с этим, конечно, русский язык приобретает совсем другую сторону. Он становится глубоким, важным и единственным, может быть, даже единственным, который вытаскивает то из них, самое особенное, самое глубокое, и то, наверное, ради чего рождается человек, ради того, чтобы воспитать свою душу. Я очень верю в то, что человек на земле воспитывает свою душу, он пришел ради этого. И вот хочется, чтобы детки это понимали и пробовали это сделать. Говорили детки многие, что я, наверное, буду актрисой или я буду танцовщицей. Им, конечно, нравится. И, может быть, они будут продолжать. А если они не будут продолжать, это будет их хобби. Во всяком случае, в чем я точно уверена, абсолютно уверена, они всегда будут прикасаться к искусству. А раз они будут прикасаться к искусству, да, к любым жанрам искусства, будь то драма, будь то спектакль, театр, живопись, все что угодно, значит, они обязательно будут расти духовно. А это самое важное. Постановка «Принц и нищий», первый и самый известный исторический роман Марка Твена, довольно сложное произведение для австралийских детей. Тем более, что вся постановка на русском языке. Что тут играешь? Куклы. Я играю принца Уэльского, Эдуарда VI. Я играю Том Кенти, мне очень нравится эта роль. Играю принцессу и там нищую. Но я играю больше принцессу. Мы танцуем, мы спектакль начинаем. Я играю принцессу и подруга нищий Тома. Ребята совершенно не понимали, что такое нищий, почему кому-то чего-то не хватает, и как это может быть вообще, что кто-то может грызть корочку, и кому-то кто-то может быть одет плохо. Им было очень трудно это объяснить. Но мы начали с исторических фактов. В общем-то,
всю историю принца Уэльского я постаралась им рассказать и передать. Я даже приносила им репродукцию картины настоящего принца Уэльского и рассказывала о том, что происходило в это время, как люди жили, как развивался мир вообще. Конечно, им было трудно, конечно, до конца они этого не поняли, даже, наверное, половину забыли, может быть, но забыли, наверное, исторические какие-то факты, потому что тяжело это, и язык тяжелый, и вообще понять им это тяжело. Единственное, что они не забудут, что есть детки, которым трудно, но если эти детки, которым трудно, хотят чего-то добиться, они обязательно смогут это сделать. И вот это как бы была одной из главных целей – объяснить деткам, что бывают разные дети и разная жизнь. В мире есть разная жизнь. Но если человек хочет дотронуться до радуги, он обязательно это сделает.